у Сяо Яня появится огненный ребенок. Живой такой, разумный, с интеллектом, что даже будет помогать ему в битвах. Заинтересовало? Давайте рассмотрим, но вначале с вас лайк и подписка. Итак, пламя лотоса очищения – это будет 6-е пламя Сяо Яня, и оно самое сильное, 3-е в рейтинге небесного пламени. Представьте, что будет после слияния этого могущественного пламени с 5 его нынешними сущностями огня. То, что произошло, шокировало даже Сяо Яня. После успешного поглощения очищающего пламени лотоса Сяо Янь решил проверить состояние пламени в его теле. Его разум быстро пронесся, но он поразился, обнаружив, что небесное пламя, которое первоначально наполняло его тело, полностью исчезло. Как такое возможно? Если бы его небесное пламя исчезло, это очень сильно бы ударило по нему. Но Сяо Янь успокоился и тщательно проверил внутренние части своего тела. Только спустя долгое время он обнаружил нечто смутно присутствующее глубоко в его теле. «Выходи». Ощутив это нечто, Сяо Янь резко сжал руку. В его ладони внезапно вспыхнуло розовое пламя, а на краю пламени имелся золотой свет. Затем оно вдруг начало шевелиться. Впоследствии перед ошеломленными взглядами Сяо Яня и Гусюнер оно превратилось в 15-сантиметрового ребенка. И оно лишь выкрикнуло «Ива!». В больших глазах крошечного огненного ребенка плясало розовое пламя, и в момент появления он смотрел прямо на Сяо Яня, как на своего отца. После чего он протянул свою ручонку и схватил Сяо Яня за руку. Ребенок выглядел исключительно милым. Сяо Янь и Гусюнер были полностью ошеломлены и уставились на огненного ребенка. Он был чуть толще руки и выглядел как девочка. На ее маленькой головке имелись косички, а небольшая одежда покрывала ее тело. На ее маленькой голове виднелся отпечаток печати розового лотоса. Глаза Гусюнер заблестели, казалось, что ее переполняет материнская любовь. Что происходит? Сяо Янь посмотрел на огненного младенца, который отказывался отпускать его руку. Гусюнер просто покачала головой. «Может быть, это новое пламя, которое возникло в твоем теле после слияния такого количества разных видов небесного пламени?» Если добавить очищающее пламя лотоса, Сяо Янь уже обладал 6 видами небесного пламени. Никто не мог быть уверен, какие изменения произойдут, когда 6 типов небесного пламени сольются воедино. В конце концов, никто в этом мире не пытался объединить 6 типов небесного пламени даже в качестве эксперимента. Сяо Янь глубоко задумался. Ощущения от огненной кожи младенца были точно такими же, как и у человека. Более того, он чувствовал, что он обладал странной связью с этой маленькой вещью. Это знакомое чувство было точно таким же, как и когда он в прошлом контролировал небесное пламя в своем теле. Да, этот огненный младенец действительно небесное пламя из его тела, и образовался он после слияния с очищающим пламенем лотоса, но даже Сяо Янь не совсем понимал, почему произошли такие изменения. Хотя 5 типов небесного пламени были больше, их количество никак не сопротивлялось очищающему пламени лотоса, поэтому они полностью объединились в очищающее пламя. Если бы Сяо Янь еще не активировал технику сжигания и не очистил демоническое пламя, он, вероятно, испытал бы гораздо худший конец. «Сяо Янь, я когда-то слышал от отца, что только очень немногие виды небесного пламени способны принять форму после очищения человеком. Если я правильно догадываюсь, это должно быть недавно сформированный дух огня небесного пламени в твоем теле», — улыбнулась Гусюнер. Сяо Янь кивнул. «В таком случае, как я смогу высвободить пламя лотоса Будды во время сражений?» Он исследовал свое тело раньше, и в тех местах, где раньше находилось небесное пламя, полностью исчезло. Как бы он теперь использовал небесное пламя, чтобы создавать огненный лотос и применять его во время битв с другими экспертами? Большие глаза маленького ребенка засветились. Единственными его словами было «Ива». Стоило ей услышать слово Сяо Яня. Она подняла свою маленькую руку, и на ее ладони собралось пламя. Из пламени быстро сформировался огненный лотос. Лотос ярости Будды. Глаза Сяо Яня хотели вот-вот выскочить из орбит, как только он увидел эту форму огненного лотоса. Пламенный лотос был его лично созданным навыком, кроме него никто другой не смог раскрыть его.
Но эта маленькая девочка небрежным движением смогла создать его, и даже со скоростью, с которой даже он, его создатель, не мог сравниться. Почувствовав шок Сяо Яня, на лице малышки всплыла гордость. Две маленькие ручки сжались, а затем, раскрывшись, над ее ладонями уже парило 10 двухцветных огненных лотосов. 10 пламенных лотосов. Сяо Янь глубоко вдохнул, увидев эти лотосы. Даже он никогда не создавал одновременно 10 пламенных лотосов, хотя эти огненные лотосы были созданы только из 2 типов небесного пламени, сила такого количества была просто невероятной. Однако шок Сяо Яня на этом не закончился. После образования 10 пламенных лотосов маленькая девочка поманила их рукой, и 10 огненных лотосов внезапно столкнулись друг с другом и быстро слились. За короткое мгновение лотос уничтожения воспарил над ее ладонями. В своем сердце Сяо Янь ощущал, будто его дергали за ниточки, ведь сила этого огненного лотоса была во много раз страшнее, чем у любого огненного лотоса Сяо Яня, который он когда-либо создавал в прошлом. На этот раз я действительно обрел сокровище. И правда, как вам такой компаньон Сяо Яня, дух небесного пламени, что мог без его участия создавать лотосы и, скажу наперед, еще много всякого. Эта огненная малышка предоставит огромную мощь Сяо Яню. Кроме того, она постоянно росла, со временем научившись говорить и другие слова. Сяо Янь и Гусюнер переглянулись. Они увидели радость в глазах друг друга. Очевидно, что эволюция небесного пламени превзошла их ожидания. Малышка играла с пламенным лотосом уничтожения, после чего она раскрыла рот и поглотила пламенный лотос. Она вела себя как маленький питомец, который относился к Сяо Яню как к своему ближайшему родственнику. Сяо Янь улыбался. Он нежно погладил маленькую головку ребенка, хотя его небесное пламя и превратилось в эту таинственную форму. К его радости он все еще мог его контролировать. Эта малышка будет выполнять его приказы, как только он подумает об этом. С определенной точки зрения она стала дополнительным посредником между Сяо Янем и небесным пламенем. Более того, она могла раскрыть всю мощь небесного пламени Сяо Яня. И как же Сяо Янь ее назвал? Поскольку она произносила только 2 слова, Сяо Янь назвал ее «маленькой Юй». А поскольку она Сяо Яня, то ее также можно назвать Сяо Юй. Маленькая Юй превратилась в скопление розового пламени, которое вернулось в тело Сяо Яня. Гусюнер подшутила над ним. «Ты теперь стал вместилищем для маленького ребенка». Засмеялся Сяо Янь. Результат слияния 6 видов небесного пламени превзошел все ожидания. Кстати, о том, как Сяо Янь поглотил пламя и какой силы достиг, есть ролик на канале, можете глянуть. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам такой огненный ребенок Сяо Яня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.